Сегодня в программе самая титулованная спортивная летчица мира Светлана Капанина поможет мне понять, что чувствует человек в пилотажном самолете, а заодно проверит мой вестибулярный аппарат и переносимость перегрузок. Самые невероятные эксперименты, инновационные открытия, тайны прошлого, загадки природы и пределы человеческих возможностей. Все это «Наука 2.0». Светлана Капанина – легенда мирового авиаспорта, самая титулованная пилотесса за всю историю авиации. На момент подготовки программы 39-кратная чемпионка мира, 7 раз становилась абсолютной чемпионкой мира, заслуженный мастер спорта России, летчик-инструктор первого класса в конструкторском бюро Сухого и просто мама 2 детей. Я вам честно скажу, чувствую себя немножко неловко, потому что не каждый день доводится общаться с человеком-легендой. Свет, скажите, 39 раз быть чемпионкой мира, вообще это в какие-то рамки вообще укладывается? Есть у кого-то больше достижений, чем у вас в авиации? Вообще я не посчитывала, есть или нет. Википедия посчитала. Наверное, нет. Скажите, вы во сколько начали летать? В 19. То есть пришли, сказали, кажется, вот мне хочется летать на самолете. Нет, мне хотелось прыгнуть с парашютом и ощутить чувство страха перед открытой дверью самолета. Мне казалось, это так страшно должно быть. Но записалась я на самолетную секцию, и поэтому так и называю, что нелепая случайность. Вот для вас что самое сложное, вот когда вы крутите все вот эти вот умопомрачительные фигуры? Ну, вообще, на самом деле, пилотаж, он довольно сложная такая штучка. Но если к нему подходить постепенно, то есть начиная со взлета, обучения взлету, потом простой пилотаж от сложного к высшему, то вроде бы вот этой вот сложности и голова привыкает, и человек привыкает, оно вроде бы адаптируешься нормально. Но если взять и до обучения просто прокатиться, то, конечно, здесь, если ты прокатишься с нормальным таким мастером, который тебе может показать довольно много, то можно испытать некий шок. Во всяком случае, со мной было именно так. Ну, я надеюсь, что вы будете моим Приятный мастером. шок. Да. Мне бы очень хотелось с вами Вы попробовать. сами не пробовали? Я пробовал на... У меня есть небольшой опыт на управлении самолетом настоящим, чтобы освоить Это очень приятно. один из элементов пилотажа. Вот такому мастеру, как вы, как думаете, сколько потребуется на это времени? Сделать фигуру несложно. Гораздо сложнее будет, может быть, посадить самолет или сделать тот же пилотаж, но очень чисто, красиво и на десятку. Высший пилотаж оценивается по 2 критериям. Судьи выставляют оценки за технику и красоту исполнения. Пилот за летную программу должен выполнить каскад обязательных фигур, а судьи Земли оценивают его сложность. Чтобы поддерживать хорошую форму, легендарной пилотессе приходится регулярно тренироваться. Су-26 – любимый самолет Светланы Капаниной. Но, к сожалению, выпуск этой модели прекращен. А двухместных модификаций для подготовки новых пилотов в команде нет и вовсе.
И это несмотря на то, что наши пилотажники одни из сильнейших в мире. Именно по этой неожиданной для меня причине знакомиться с высшим пилотажем я буду не на родной сушке, а на немецком самолете «Экстра», который базируется на частном аэродроме. Светлана, скажите, пожалуйста, освоение высшего пилотажа – это поэтапный процесс? От фигуры к фигуре освоил это, пошел дальше, или все-таки все так больше комплексно, что все сразу приходит? Все постепенно? сразу не бывает. Не сразу пишут слова, сначала буквы учат. Так же и здесь. С чего мы сегодня начнем? Ну, я думаю, что мы начнем от простого к сложному. С простых петелек, с переворотов, а дальше по состоянию, по возможностям. Да. Мне тут руководитель полета выдал 2 таких пакетика. Это очень хорошо. Да, на я всякий случай. сказал, что меня не тошнит, но он сказал, не думай об этом, просто бери и клади к себе в карман. Это правильно. Ну что, Вперед. вперед? Давайте осмотрим самолет. Чтобы нигде ничего не трещало, это чего? нигде Это же не ничего металл. не Это пищало. пластик какой-то, да? Да. Мы летим на пластмассовом самолете? А вот здесь прям вот совсем что-то тонкое, вот прям Ну вот, хватает. Не переживайте. пленка. Не переживайте, все будет нормально. Разрешите пересечь бетон. Поехали. Поехали! Понял здесь. Ну вот все, что делаем, должны видеть под собой полосу и все вокруг, строго по градусам. А вот такие четкие крены, фиксации, это особенность именно, да, высшего пилотажа? Там красивый пилотаж, это пилотаж без единого лишнего движения. То есть, чтобы все было такое четкое, рубленое. Ну вот если вы вот начинаете вот так трястись, это уже ошибка. Остановились и затряслись. Пошла петля. Горизонт смотрим влево, поворачиваем голову на крыло. До горизонта дошли и переворотик. Стоп. Остановились. А вот чуть неровно встали. А? Ладно, я Точно? пошутил. Фиксированная. И ровно говорите? И вот сейчас ровно, да. Ну вот, что еще вам показать? Ну, например, уголочек и штопорная. О, Господи. И несколько. Бежим. Так вам? Ну вот если бы каждый раз лицо не стекало вниз, уже бы лучше. Господи. Это есть абракадабра. А, я понял. Как вы? Как самочувствие? Я наверняка слеза сбросил. Как сбросили? Румянец. Румянец? Фиксированная точка на вертикали. Это сапожок на себя. Вот вертикалька вниз. Опа! А дальше бочечка. Давайте я вам еще покажу все-таки одну обратную вертикальку легенькую. Да. Ну, должны вы немножко ощутить это. На малой скорости. Вертикалька обратненькая. Как вы себя чувствуете при этом? Если можно, то больше этого не надо повторить. Хорошо. Я в какой-то момент подумал, что у меня лопнет лицо. Отрицательная какая сейчас была перегрузка? Отрицательная. 4,5. 4,5 всего-то. Я не думал, что самолет умеет вот так летать. Когда сидишь внутри самолета, ты понимаешь, что что-то точно идет не так, потому что вот этот вот какой-то хруст, который раздается слева-справа, и вот перегрузки, которые действуют сразу во всех направлениях, это очень такое, честно говоря, волнующее. Это очень волнующий момент.
видите внизу этот самый наша полоса? А? Что ты внизу? Полоса была. Полосу я вижу, да. Вы должны вращать голову и видеть все вокруг. Да, серьезно? Да. Так, хорошо. Что, идем домой или еще? Да, давайте, я думаю, домой уже можно. Мы можем сделать проходик над стартом, Давайте на посадку. на посадку. Да. Не будем делать просто проходик. Мы потом сделаем еще просто проходик. Хорошо. Дайте мне чуть передохнуть. Ну ты хотел сильно, но я тебя еще более-менее, скажи мне, спасибо, поберега. А это называется поберегли, да, вот это вот сейчас? Да. Мужественно выдержал. Вы это называете мужественно? Ну, пакетики не понадобились? Мне, боюсь, понадобится мануальный терапевт после этого. Потому что спину я свою уже не чувствую. Я вам так скажу. Если вот это вот, то, что мы сейчас сделали, называется... Как это называется? Это же даже не высший пилот. Ну так, это слабенько, да, было? Ну, сложный был. Сложно было. Сложный был пилотаж. Это ужас! Сидеть здесь, на переднем месте, казалось бы, вроде бы все хорошо видно, но ничего разглядеть невозможно, потому что когда Светлана начинает крутить фигуры, где земля, где небо, где вот самолет, все это сливается в какую-то единственную кашу. И хорошо, что у меня хороший вестибулярный аппарат. Да. И пакетики мне не пригодились. Но я вспотел весь, хотя вроде бы особо ничего и не делал. Сейчас я отдышусь, И мы повторим, да? и у нас будет второй раунд. Возможно, да? Хорошо. Я же должен освоить фигуру, хотя бы одну, хотя бы маленькую. То есть общее понимание, насколько все это сложно, у меня теперь есть. Если сейчас я бы сам попробовал делать что-то типа бочки хотя бы, вот относительно чисто хотелось бы получить результат. Хорошо, попробуем. Значит, мы сейчас с вами сделаем управляемую бочечку. Ага. Вы даете ручку вверх, Так, строго, ладно? И все. строго. Сделаем поворот просто. Ну давайте. Так, подождите, мы же бочку хотели с вами. Бочку? Нет, мы не хотели. Давайте, делайте. Бочку? Бочечку. Вправо, ручку вправо, раз. Хорошо. А теперь влево. А это я сейчас правильно управляю? Да. Наблюдаю. Видите, только вы заворачиваете. Давайте еще раз вправо. Хорошо. Влево. Неплохо. Сейчас сделаем петелечку. И потянули ручку на себя. А влево. Голову поворачиваем влево. Смотрим по кругу. Пошли кругом. Но здесь расслабили немножко, потому что скорость маленькая. Дайте пройти по кругу и потянули. Хорошо. Стоп, горизонт. И полупетля. Потянули наверх ручку. Спокойненько, тихо, не надо. Тянули, тянем на горизонт. Стоп. И полубочка. Хорошо. Ну попробуйте теперь фиксированную бочку. Через 90. Ага. 90, то есть полностью оборот делаю, да? Нет, 90 это вот. Раз, два, три, четыре. Ага. Ну давайте. Да. Поехали. Да. Самолетик отпустите. Как вам моя полубочка фиксированная? Ну,
Для первого раза. Для первого раза неплохо, а так поработать слегка надо. Над остановочками и над градусами. Остановка достигается за счет того, что я ручку... Ну да, надо обратно в сторону. останавливать, да. Надо строго останавливать. Так, ну что еще? Ну что вы хотите, я спрашиваю? Просто хочется немножко самому почувствовать вообще его. Ну вы же сами делали сейчас только что. Давайте петлю еще раз. Выводим горизонт. Стоп. Только не дергайте самолет, он легкий, ладно? Легко. Потянули ручку на себя, делаем. Так это кривенькая бочка получается. Ну да, развернулись на аэродром. Ну что, мы, наверное, заканчиваем, да? Ну, как скажете. 330 закончили работу над точкой. Разрешите проход над стартом. Это мы сейчас на лезвие ножа пойдем? Свет, ну скажите, как думаете, шанс-то есть у меня все-таки Да. освоить бочку с Шанс фиксацией? есть, только рост меньше чуть-чуть. А шанс есть. Это нереально тяжело, красиво летать на самолете. И пусть это кажется со стороны легко и просто, я вас уверяю, это на пределе человеческих возможностей. И как Света при этом умудряется сохранять лучезарную улыбку и шутить. Этого я, наверное, никогда не пойму.